Январь 1959 года. В селе Якушинцы Винницкой области утром соседка зашла во двор семьи Дьяченко. Дверь ей никто не открыл. Запах догорающего сена заставил женщину зайти за дом. Там она обнаружила тело хозяина Виктора Дьяченко. Убийство из огнестрельного оружия в конце 50-х – преступление редкое. Лишь охотники имели право держать дома ружья. Все оружие было на строгом учете. Соседка вечером слышала выстрел. Решила, что Виктор стрелял по зайцам, хотя на территории населенного пункта охотиться запрещено. Утром решила сделать ему замечание. Местный участковый характеризовал убитого как человека грубого и конфликтного. Мог с кем-то повздорить, вот и дошло до стрельбы. Почему дома нет жены, не знал. Могла испугаться и убежать. Эксперт определила. Стреляли картечью, у убитого снесено полчерепа. Сыщики нашли гильзу. Неподалеку лежал коробок спичек фабрики «Маяк» с изображением женщины в национальном узбекском костюме. Возможно, этими спичками подожгли сток сена. Коробок заинтересовал детективов. В Советском Союзе работало несколько десятков фабрик, спички продавали по регионам. И фабрика «Маяк» из далекого города Рыбинска свою продукцию в Винницкую область не отправляла. Криминалист обнаружил недалеко от места преступления следы колес, оставленные мотоциклом с коляской. Соседка не смогла утвердительно ответить, слышала ли она вечером звуки мотоцикла. Возле дома следователя уже ждал второй сосед убитого, который, как оказалось, стал свидетелем пожара на участке. Мужчина рассказал, что вчера вечером увидел, что у Виктора за домом горит сток. Кинулся предупредить, стучал, пока хозяин не открыл. Виктор выскочил из дома, ругаясь, и побежал тушить. На ходу крикнул жене Людмиле захватить ружье. Выйдя на улицу, сосед услышал выстрел. Мужчина решил, что Виктор выстрелил не боевым зарядом, а солью. У него всегда было в запасе несколько патронов, заряженных солью. Боль страшная и никакой угрозы для жизни. Осенью Виктор так воспитывал мальчишек, которые залезали к нему в сад за яблоками. Ружья нигде не нашли. Жили Виктор с Людмилой плохо. Он часто поднимал на нее руку. Так что застрелить мужа вполне могла она. Тем более, что именно она за ружьем и побежала. Появилась первая, достаточно простая версия. Бытовой конфликт. Нужно было искать Людмилу. Сосед подсказал, что она, скорее всего, прячется у сестры в городе Винница. Детектив застал сестру и ее мужа дома. Валентина уверяла, Людмила ночью не приезжала. Смерть Виктора для супругов была страшной новостью. Муж Юрий – его племянник. Когда-то дядя их и познакомил. Так что родственные связи у них двойные. Последний раз ездили к ним в гости 2 недели назад. Собирались и на эти выходные, но отменили поездку. У мужа обострилась волчанка, появилась сыпь на лице. Оба утверждали, что Людмила не могла убить мужа, не тот характер. Юрий вспомнил, что к Виктору не раз приезжали какие-то подозрительные мужчины. То привозили ему деньги, то получали с него. Такие могли убить, а Людмилу похитить и вымогать ценности. В селе Якушинцы убит мужчина, предположительно из собственного охотничьего ружья. Он выбежал тушить горящее сено, а жену отправил в дом за ружьем. Жена становится главным подозреваемым, поскольку она скрылась с места преступления. Особое внимание сыщиков привлекли следы от мотоцикла с коляской и коробок спичек фабрики «Маяк». В квартире сестры следов пребывания Людмилы нет. Сыщики размышляли, мотоцикл и спички могли не иметь никакого отношения к трагическому событию. Установить, когда мотоцикл оставил след и сколько пролежали спички на земле, не удалось. Но можно было предположить, что сток сена подожгли для того, чтобы выманить хозяина из дома. Размышления сыщиков прервал телефонный звонок. Из дорожной инспекции сообщили, на окраине поселка Вороновица у обочины обнаружил перевернутый мотоцикл с коляской. Его заметил проезжавший мимо водитель грузовика, остановился. Подойдя к мотоциклу, заметил лежащую в снегу женщину, живую, но без сознания. На голове большая рана с запекшейся кровью.
Водитель затащил пострадавшую в кабину грузовика и доставил в больницу. Уже оттуда сообщил правоохранителям о перевернутом мотоцикле. Детектив прибыл в больницу. Сестру Людмилы взял с собой для опознания, но предусмотрительно не стал заводить ее в палату. Врач сказал, что допросить женщину не удастся, у нее тяжелая травма головы, и в себя она не приходила. О характере травмы врач высказался так: не похоже, чтобы она была получена в результате автокатастрофы. Он не наблюдает множественных ушибов и переломов. Скорее похоже на один нанесенный удар. Валентина сразу опознала свою сестру Людмилу. Ей позволили остаться с сестрой в палате. По номерным знакам мотоцикла нашли его хозяина. Сыщик отправился к жителю того же села Якушинцы Сергею Рябаконю и узнал, что тот собрался идти в милицию с заявлением об угоне транспортного средства. Мужчина неделю не был дома, гостил у родственников в Киеве. Вернулся и увидел, что замок на дверях гаража сломан. Сергей уверял, что даже знает имя угонщика. Это местный бандит Григорий Козулька. Его не раз ловили на кражах из домов и сараев односельчан. На стук в двери в доме Григория никто не открыл, но сохнувшие на заборе банки были еще мокрые, значит, их мыли совсем недавно. В доме раздался шум, и детектив принял решение войти без приглашения. Хозяин дома выпрыгнул через окно. Попытка скрыться оказалась неудачной. Задержанному предъявили подозрение в сопротивлении милиции, краже мотоцикла и разбойном нападении на семью Дьяченко. Ошарашенный такими обвинениями, Григорий стал кричать, что не имеет к этому никакого отношения. На время убийства Виктора Дьяченко у него есть алиби. Он с друзьями пил пиво у себя дома и никуда не выходил. Сыщик заметил в серванте коллекцию спичечных коробков, среди которых был такой же, какой они нашли на месте убийства Виктора Дьяченко, в фабрике «Маяк» с изображением женщины в национальном узбекском костюме. Получалось, свое преступление Григорий тщательно продумал. Спички для поджога стога сена схватил из своей коллекции. Мужчина ответил, что коллекция не его, а брата Василия. Тот трясется над каждым коробком. Григорий не посмел бы к ним прикоснуться. Соль, мыло, спички – 3 продукта, которыми граждане запасались на случай войны, оккупации, блокады или эпидемии. Как только настроение в обществе становилось тревожным, эти 3 товара исчезали с прилавков первыми. Деревообрабатывающая промышленность, планируя производство спичек, учитывала, что спрос на них всегда выше необходимого. Спички люди всегда покупали впрок, без возражений брали на сдачу, если у продавца не было мелочи. С начала 50-х годов рыбинская фабрика «Маяк» стала клеить на коробки нестандартные этикетки. Отечественные и зарубежные филуминисты охотились за каждым новым продуктом. Тогда руководителям фабрики пришла в голову мысль производить наборы сувенирных спичек под общей тематикой. Спорт, национальные костюмы, искусство, животные. Такие наборы в разделе «Советский дизайн» были предоставлены на брюссельской выставке «Экспо-58», где вызвали всеобщий интерес. Сыщики предъявили Григорию протоколы его прежних задержаний. Там было все, от кражи кроликов из подсобного хозяйства соседа до попытки угона мотоцикла. Но ни одно дело до суда не дошло. Все инциденты уладил брат Василий. В старом протоколе были показания Григория, что смог завести мотоцикл без ключа, напрямую соединив провода. Завел, но отъехать не успел. Владелец мотоцикла поймал за шиворот. Сыщики задержали подозреваемого и решили встретиться с его братом Василием, владельцем коллекции спичечных коробков. Василия застали дома. Он подтвердил, что коллекция коробков принадлежит ему, прячет ее от жены. Та ругается, что он тратит большие деньги на свое увлечение. Сыщики поинтересовались, откуда взялся коробок с узбечкой и был ли всего один такой в коллекции. Василий объяснил, что их у него несколько, а привез спички их дядька, житель города Ярославля. Гостил у них в Виннице. Один коробок Василий положил в коллекцию, остальные отнес на работу. Среди его коллег есть филуминисты. С кем-то обменялся, кому-то даже подарил. Василий представить себе не мог, что кто-то из его знакомых коллекционеров способен застрелить человека из ружья, а поджигать сток сена такими редкими спичками точно не будут. Это может сделать только человек, который не разбирается.
Василий вспомнил, что одни спички с такой этикеткой ему пришлось подарить своему сотруднику. Оставил без присмотра коробок на верстаке, а механик достал спичку, чиркнул и закурил. След от спички на боковой части обесценивает коробок. Механик, когда понял, что сделал, извинялся, обещал подарить взамен какой-нибудь интересный экземпляр. Место работы Василия – консервный завод. Зовут механика Юрий. Сыщики вспомнили разговор с Валентиной и ее мужем Юрием. Он говорил, что работает на консервном заводе. Показали Василию фото, тот опознал в нем механика. Да еще и сказал, что этот парень знаком с его братом Гришей. Сам их познакомил. Сыщики строили новую версию. Что если Юрий, племянник убитого Виктора Сидорчука, и есть убийца? Сыщики вспомнили рассказ соседа. Тот говорил, что Виктор выбежал из дому, жена Людмила вслед за ним. Сосед вышел из калитки и услышал выстрел. До калитки 10 шагов. Он дошел туда не больше, чем за 30 секунд. За это время Людмила просто бы не успела принести ружье. А что, если ружье она ему не приносила? Что, если ружья к этому времени дома уже не было? Похитить его заранее мог только близкий человек. Племянник – подходящая кандидатура. В селе Якушинцы убит мужчина выстрелом картечью из охотничьего ружья. Жена убитого также стала жертвой злоумышленников. Ей нанесли удар по голове и имитировали дорожное происшествие с угнанным заранее мотоциклом. В угоне подозревают односельчанина Григория Козулька, склонного к кражам. Но на момент убийства у Григория есть алиби. Внимание сыщиков привлекает коллекция спичек, владелец которых сообщает, коробок, который нашли на месте преступления, возможно, принадлежал племяннику убитого Виктора. Племяннику предъявили подозрения. Слишком много фактов говорило о его причастности к преступлению. Юрий нервничал, при этом оправдания звучали не очень убедительно. Спички с этикеткой девушки в узбекском костюме у него давно закончились. Коробок выбросил в мусор. О том, что у дядьки есть ружье, он не знал. Юрий признался, отношения с Виктором были не очень хорошие. Из-за его болезни волчанкой дядя относился к нему с брезгливостью. Называл краснокожим, избегал близкого контакта. Прямо во время допроса пришла новость. Возможное орудие убийства найдено. Его, замотанное в ткань, обнаружил в лесу один из местных жителей. Большой шанс, что на нем сохранились отпечатки пальцев. Сыщик предупредил Юрия, когда отпечатки идентифицируют, шансов на чистосердечное признание у него уже не будет. Подозреваемому ничего не оставалось, как признаться. Это он убил своего дядю, Виктора Дьяченко. Причина убийства выглядела странно. Виктор оскорблял и унижал его из-за болезни. Позорил его перед людьми, подчеркивая брезгливость к сыпи на его лице. Аргументация для совершения такого преступления недостаточная. Тем не менее, Юрий складно рассказывал, как заранее похитил ружье, как поджег сено, так он выманил Виктора. Рассказал, что сразу после выстрела убежал в лес, бросил в лесу ружье и на попутках вернулся в Винницу. О мотоцикле он ничего не знает и Людмилу, сестру своей жены, не видел. Неожиданно из больницы сообщили. Пришла в себя жена убитого, Людмила. В палате рядом с Людмилой находилась ее сестра Валентина. Она плакала и что-то горячо рассказывала раненой. Но как только появился детектив, замолчала. Ее попросили выйти. Откровенного разговора с потерпевшей не получилось. Людмила говорила, что ничего не помнит и не готова продолжать разговор. Жаловалась на страшную головную боль. Детектив надеялся, что ситуацию прояснит сестра Валентина. Он сразу сообщил, что ее муж задержан, и признался в убийстве своего дяди. Валентина делала вид, что ничего об этом не знает, но ее поведение говорило об обратном. Сыщик назвал ее соучастницей убийства и обвинил в покушении на жизнь сестры. Осмотрев упавшую в обморок женщину, врач предположил, что она беременна. Валентина пришла в себя и сразу сказала, что сестре ничего не угрожало. Они с мужем положили ее на обочину так, чтобы водитель первой же машины заметил ее и отвез в больницу. Недостающим звеном в цепочке теперь был угон мотоцикла.
На повторном допросе Григорий клялся, что о готовящемся убийстве ничего не знал. Просто Юрий заплатил ему за то, чтобы он угнал мотоцикл соседа. Просил всего на одну ночь, утром обещал вернуть. Григорий планировал поставить его в гараж, чтобы хозяин мотоцикла вообще ни о чем не догадался. Но на утро Юрий мотоцикл не вернул. Объяснил это тем, что он заглох, пришлось бросить на дороге. Григорий готов был нести наказание за кражу транспортного средства, но никак не за убийство. Детектив предъявил Валентине результаты дактилоскопической экспертизы. На ружье были отпечатки Юрия, но четко на цевье и на куртке отпечатки самой Валентины. Похоже, Юрий пытался взять вину на себя, но на самом деле стреляла в Виктора Валентина. Женщина не стала отрицать и начала давать показания. Все началось в тот злосчастный день, когда она приехала к сестре, но не застала ее дома. Виктор сказал, что Людмила уехала торговать на рынок в райцентр, переночует в гостинице для колхозников, с утра все распродаст и вернется. Предложил Валентине выпить за встречу. После нескольких рюмок Виктор набросился на нее. Валентина пыталась отбиться, но этим еще больше его раззадорило. Слабая женщина стала жертвой насилия. Валентина не заявила на Виктора, потому что страшно было. Все вокруг будут пальцем тыкать, да и не знала, как сестре в глаза смотреть. Через месяц приехала снова. Там как раз гостил племянник Виктора. Призналась, что беременна, не знала, что делать. Виктор познакомил ее с племянником Юрием. Она ему понравилась, и он переехал жить к ней. Юрий устроился на консервный завод. Решили пожениться. Валентина сказала Юрию, что ждет ребенка, когда была уже на 9-й неделе беременности. Юрий очень обрадовался, стал строить планы. И Валентина поняла, что не хочет, да и не сможет жить в обмане. Но однажды решилась все рассказать. Правда ошеломила Юрия. Валентина говорила, что ради их отношений готова позвать врача, который дома избавит ее от ребенка. Юрий был против такого решения. Тогда Валентина призналась, что хочет отомстить Виктору. Его смерть станет расплатой за преступление и избавит сестру от мужа, тирана и обманщика. У Юрия были свои причины для мести. Виктор выгнал его с матерью из дома, требовал безоговорочного подчинения и получал удовольствие от того, что его боялись. Юрий выкрал ружье у Виктора из шкафа за 2 недели до убийства. Виктор охотился только летом, поэтому даже не заметил его исчезновения. Юрий хотел сам пристрелить обидчика, но Валентина сказала, что сделает это сама. Хочет видеть страх в его глазах перед смертью. Они с мужем подожгли сток и дождались Виктора. Валентина навела на него ружье. Виктор стал умолять ее не стрелять, просил прощения, готов был стать на колени. Но Валентина выстрелила. Свою злость она вымещала уже на убитом Викторе. Юрий оттащил ее и велел бежать к мотоциклу. Тут на дорожке показалась Людмила. Она увидела Юрия с ружьем возле убитого мужа. Юрий оглушил ее прикладом ружья, подхватил на руки и понес к мотоциклу. Они надеялись, что сестра придет в себя и тогда выслушает их объяснение, но удар оказался слишком сильным. Людмила не приходила в сознание. Отвезти Людмилу в больницу они не могли, сразу раскроют себя. Повезли к себе домой. Только к утру следующего дня сымитировали аварию. Положили Людмилу недалеко от дороги на видном месте. Дождались, пока ее подберут. Сыщики были поражены. Во время их визита к Валентине и Юрию в квартиру Людмила без сознания лежала в соседней комнате. Суд приговорил Валентину к 10 годам лишения свободы. Юрий получил 9 лет. В колонии Валентина родила дочь. Пока женщина отбывала наказание, опеку над ребенком взяла сестра.